Итак, ребята, я наконец-то стал настоящим отечественным туристом. Я добрался до Турции. Один день в городе Стамбул. Для тех, кто любит экономить свое время. Здесь я собрал все достопримечательности, что находятся недалеко друг от друга. И вы их можете посетить, в принципе, за один день. Погнали, будем экономить свое время. Как говорится, любой день должен начинаться с завтрака. С завтрака чемпиона. Алексей Александрович после долгого платежа ночью вчера заснул мертвым сном. И мы очень успешно профукали наш завтрак в отеле. Так что приходится завтракать в ресторанах. Спасибо, Алексей Александрович. Голубая мечеть – это первая мечеть Стамбула. В ней 260 оконных проемов. Она самая красивая, по мнению местных. И туда мы сейчас и ломимся. Эта мечеть была построена в 1619 году, как ни странно, по указу султана Ахмета. Мечеть украшена около 20 тысячами маленьких плиточек голубого цвета, поэтому она, собственно, имеет голубой оттенок. Голубая мечеть имеет 6 минаретов, что на момент постройки делало ее уникальной. Вход сюда вроде как бесплатный, но народу здесь мам не горюй. Одним словом, попали в очередь. Короче, ребята, есть дресс-код по заходу в мечеть. И здесь на входе вот такая табличка, которая все, собственно, объясняет. Сейчас довольно-таки жарко в Турции, и пришлось одеть джинсы. Но если что, мотайте на ус, здесь рядом есть туалет общественный, и там, в принципе, можно переодеть штанишки в шортики, шортики в штанишки и так далее. Внутри, вы, как видите, мечеть выглядит дюже богато, да и за чистотой коврика тоже следят. Эта мечеть открыта для туристов, но нужно стараться попасть между молитвами. Здесь такие полочки, можно там оставить обувь. Дамы, если вы забыли платочки, то платочки, собственно, здесь выдают. И юбочки даже выдают длинные, если надо. Я первый раз в мечети, но это такой вау. Нереально красиво. Ну, такая вот церемония, так сказать, одевания обуви после мечети. Вот такая вот у мужика юбочка, так как он пришел в шортах, ему выдали юбочку, вот такую вот длинную юбочку. Одним словом, можете себя почувствовать шотландцем в мечети, если пришли в шортах. Также мечеть имеет 20 куполов, что придает величественность этой архитектурной достопримечательности. Раньше на место мечети был Византийский дворец, но его благополучно снесли и поставили мечеть. Голубая мечеть номер 1 к посещению в Стамбуле. Первый раз был в мечети, очень понравилось. Очень много желающих посетить это место, поэтому здесь очередь всегда возникает. Короче, минут 20 нам пришлось постоять. На площади Султан Ахмет сейчас нахожусь. Слева находится голубая мечеть, да? А справа Софийская мечеть. Софийская мечеть изначально была построена как православный храм византийским императором Юстинианом в 532 году до нашей эры и более 1000 лет служила христианским храмом. До тех самых пор, когда Константинополь пал, и Отtomанская империя соорудила из этого храма мечеть. То есть вот эта мечеть когда-то была христианским собором. По моим ощущениям, к ней просто достроили минареты. В 1935 году она стала музеем, и ее свободно можно посетить. Правда, придется отстоять очередь. Она очень быстро идет, особенно в такую погоду. То жарко, то тенечек. Очень приятно даже стоять в очереди. Удивительная мечеть, в ней не разрушены мозаики православной церкви, а просто рядом подрисованы арабские письменности. То есть, когда вы находитесь внутри, вы как будто находитесь и в церкви, и в мечети одновременно. Обратите внимание, там наверху у нас всегда солнце, да, в нашей религии христианской. А там из Корана написано, что Аллах является и солнцем. Как-то так. Вот такая вот Софийская мечеть. Здесь очень много мечетей. Выбирайте отель где-нибудь подальше от мечети, потому что они очень любят молиться в 6 утра и очень любят песнопение включать в колоночки, чтобы все вокруг об этом слышали. В 6 утра на каникулах никому не захочется просыпаться под этот вой, поэтому рекомендую вам выбирать места отдыха подальше от мечети. Я нахожусь в Базилико Цистерн. Это в городе Константинополе, буквально под городом. Строение, построенное римлянами либо греками для хранения питьевой воды. Громадное сооружение. Я не знаю, как и в те времена они это построили, но каким-то образом они смастерили это. Размеры, наверное, футбольного поля, и, видимо, хранилась вода питьевая для всего города. Одним словом, наблюдайте и наслаждайтесь этим чудом. Базилика Цистерна была построена в VI веке до нашей эры, во времена правления византийского императора Юстиниана I. Цистерна имеет 336 колонн, высота каждой колонны 9 метров. Вмещала эта постройка порядка 100 тысяч тонн воды. Конечно, вся эта подсветочка
Музыка, отражение в воде придают прям сказочную атмосферу этому местечку. Недаром можно найти кадры с цистерной в фильме «Инферно». Также в фильме «From Russia with Love». В этом месте, на этой площади, на Ахмед Султан площади, две мечети, которые можно посетить, и вот эту базилику. Они все рядом, все вместе. То есть, в принципе, за один день пришли сюда, все посещали и ушли. Ну, цены такие, я бы сказал, у нас в Европе примерно так же стоит посещение таких мест. 15-20 евро. Хотя мечети бесплатно посетить, а вот базилика стоила 23 евро, да? На ужин мы заказали место на крыше ресторанчика с видом на закат. Но так как до заката у нас оставалось еще куча времени, мы решили заскочить в дворец Топкапи, что находится неподалеку от площади Султан Ахмед. Дворец Топкапи являлся резиденцией султанов Османской империи с 15 по 19 век. Дворец является прекрасным примером архитектуры Османской империи. Здесь располагается множество дворцовых зданий, павильонов, комнат в этих зданиях, прекрасный сад. Здесь же находится сокровищница Османской империи. Одним словом, все золотишко свозили именно сюда. Неплохо так султанчики жили. Есть что посмотреть. Дворец являлся резиденцией семьи султана, то есть здесь и жены находились с гаремом, и дети все здесь бегали и наслаждались жизнью. Одним словом, если вам интересно, как жили султаны Османской империи, то вам именно сюда. Ну все, засултанился, теперь иду перекусить. Закончили мы наш турецкий вечер на крыше в одном из ресторанов Истамбула с прекрасным видом на море и на вот эту мечеть с прекрасным милом. То есть по еде Турция просто рулит. Всем рекомендую заползти куда-нибудь на крышу под вечер, посмотреть закат, полюбоваться мечетями и прекрасно поесть. Еще раз повторюсь, что бы я ни ел в Стамбуле, все просто супер-супер вкусно. Стамбул – самый вкусный город этой планеты. Скоро на моем канале выйдет большое видео о Стамбуле. Там подробно я изложу все мои путешествия, все достопримечательности, что вы можете там посмотреть. Я пробыл в Стамбуле около недели. Одним словом, будет интересно, не проходите мимо, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем тем, кто уже подписался, ставим мне лайк и так далее. Всем хорошего дня!